Я вот переболела коронавирусом полгода назад, и у меня как бы вот это протекало очень все сложно. Когда меня выписали уже с больницы, дома, вот это все, все хронические болезни, это все очень сильно обострялось. Я не могла дойти до парка от дома, хотя он здесь вот через дорожку перейти, чтобы туда зайти. У меня такое ощущение было, что я как будто вагон угля выгрузила. Выпив одну вот эту вот капсулку, я как-то почувствовала, что мне придало какую-то вот энергию, хотя вот до этого ее просто был упадок страшнейший. Я ничего не хотела, сил было вот совершенно просто их не было. Я гипертоник уже с большим стажем. Я стала пить по 2 таблетки. И когда я выпила 2 таблетки, у меня давление сразу упало на 110, хотя до этого я его аптечным вообще не могла сбить, нормализовать. Вот почему-то оно было стойкое. Ну, видимо, это результат коронавируса был. Вот. Давление у меня вот 110, 120 это мое, вот как бы нормально я себя чувствую, и никакой тахикардии нету. А до этого прям, ну вот зашкаливало просто вот сердцебиение. Это долго, несколько месяцев меня это все мучило. У меня какой-то смысл жизни появился. Я вот по профессии художник, но на тот момент у меня была страшная апатия, я ничего не хотела. В общем, я сделала вывод какой: вот если меня слышать сейчас в гипертонике, то не боясь, просто не боясь принимайте. Мгм. Да, но при этом следите за давлением, уважаемые гипертоники, потому что все равно надо контролировать такие моменты. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся на канале Синтезит. Меня зовут Александр. На этом канале люди, кто принимает биоактивный минерал, рассказывают о своих результатах. И сегодня у нас в гостях Гульсине. Гульсине, здравствуйте! Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите нам, какие результаты вы получили с синтезитом, как долго вы его принимали, принимаете, какой дозировки, ну, в принципе, для чего начали принимать, чем можете похвастаться? Похвастаться могу вообще многим. Очень многим. Я вот переболела коронавирусом полгода назад, и у меня как бы вот это протекало очень все сложно. Когда меня выписали уже с больницы, дома, вот это все, все хронические болезни, это все очень сильно обострялось. Мгм. На то время меня еще не познакомили с синтезитом. Я пила как бы все витамины, БАДы из другой компании. Там приходилось покупать очень-очень много, потому что были и СУР дорогие, и, ну, в общем, все было. Пила, ну, там по 12 банок у меня вот было, очень много. Потом летом, когда меня сестра познакомила с синтезитом, мы на пробу я тогда взяла одну баночку, пропила, но у меня состояние все равно еще как бы на тот момент было не ахти какое. Выпив одну вот эту вот капсулку, я как-то почувствовала, что мне придало какую-то вот энергию, хотя вот до этого ее просто был упадок страшнейший. Я ничего не хотела, сил было совершенно просто их не было. Просто ушли. Когда я выпила одну капсулу, я после первой капсулы почувствовала, что это работает, это что-то. Пропила вот эту первую баночку летом. Сейчас я недавно приобрела сразу 2 баночки. Первую я выпила по 2 капсулы в день, сразу утром натощак по 2 штуки. Мгм. Очень хорошо, я вам, знаете, скажу, у меня какой-то смысл жизни появился. Я вот по профессии художник, но на тот момент у меня была страшная апатия, я ничего не хотела, кисточки в руки не брала, меня от всего просто тошнило и воротило. Сейчас это все ко мне вернулось, я снова пишу, рисую. Вот. Первую банку я выпила по 2 капсулы. Почему я стала пить по 2? Потому что я гипертоник уже с большим стажем, 30 лет. Вот. Ну и как бы я все время пью аптечные таблетки и всё такое. И одно время у меня почему-то стало стойкое давление, оно как бы высоко не поднималось, но 150 уже ощущалось как бы для меня тоже уже не очень-то приятно. Вот. И как бы посмотрев много роликов вашей компании, думаю: оно же у меня есть". Я стала пить по 2 таблетки. И когда я выпила 2 таблетки, у меня давление сразу
упало на 110, хотя до этого я его аптечную вообще не могла сбить, нормализовать. Вот почему-то оно было стойкое. Ну, видимо, это результат коронавируса был. Мгм. Вот. Давление у меня вот 110, 120 это мое, вот как-то нормально я себя чувствую, и никакой тахикардии нету. А до этого прям, ну вот зашкаливало просто вот сердцебиение. Это долго, несколько месяцев меня это все мучило. Я пропила одну банку, сейчас у меня уже вторая, я ее сейчас пью по одной. Но в это же время, когда я пила по 2, я на работе отравилась. Я перекрестки купила салат со спаржей, который давно очень хотела. И почему-то я вот очень хорошо траванулась. Тут было не очень-то тоже такое Мгм. вот действие. Я в тот день выпила 4 капсулы. И я просто не знала, что делать. И знаете, вот эти вот 4 капсулы, оно из меня выкинуло вот это вот все отравленное, там вот это вот все, оно меня как-то на следующий день. Процесс начался в 3 ночи, а к утру я уже была здорова. Мгм. Все. Мгм. Ночью попила. Я не сразу 4 капсулы выпила, а поочередно. В течение суток как бы выпила. С Вот интервалом, да, встаю, каким-то 2-3 часа примерно вот так. да, да. Сейчас я пью по одной капсулке, настроение улучшается, как-то что-то хочется, и как я чувствую, что сила вот эта вот ворачивается. После коронавируса я абсолютно не было никакой. Я не Мгм. могла дойти до парка от дома, хотя он здесь вот через дорожку перейти, чтобы туда зайти. У меня такое ощущение было, что я как будто вагон угля выгрузила. Вот. Сейчас этого ничего нет. Я хожу много, долго, стараюсь специально это делать. Вышла на работу, работаю в рабочий день. Я дизайнер по 10 часов в день с клиентами, общение, вот это вот все как бы меня держит синтезит. Мгм, мгм. Отлично. А скажите, пожалуйста, Гульсина, когда вот у вас после ковидное было вот это состояние до синтезита, вы не делали замер уровня кислорода, какие-то анализы не сдавали дополнительные, чтобы понять, что с вами происходило? Но во время коронавируса же замеряют. Сатурат у меня был 96-98. Как бы Мгм. говорили, очень хорошо. Понятно, понятно. То есть дело не в кислороде, да, а в чем-то другом, что вот Да, коронавирус, так сказать, изменения какие-то внес в организм, да, и они, так сказать, оставались у вас на протяжении достаточно длительного времени. Хорошо, а да, скажите, да. пожалуйста, вот сейчас, когда вы стали пить по одной таблеточке синтезита, капсулки, вот это вот давление ваше не возвращается? Нет, не возвращается, но я все равно продолжаю пить аптечную таблетку, как бы, ну, для контроля. И вот все в норме, все нормально. Да, все правильно. Уважаемые зрители, вот всегда об этом говорим, да, синтезит это не лекарство, если синтезит помогает вашему организму справиться с давлением, то в любом случае держите все это на контроле, да, наблюдайте у врача, замеряйте давление и отказывайтесь от препаратов, которые понижают давление, только после консультации со специалистом, потому что здоровье это самое важное, как вы знаете. Скажите, пожалуйста, еще, Гульсина, вот у вас, вы сказали, тахикардия прошла, она именно после коронавируса была эта тахикардия, или она до этого еще у вас наблюдалась? Я раньше не понимала, что такое тахикардия. После коронавируса у меня вообще очень вот сердцебиение было прям просто, ну, я не знала и не понимала, что делать. Ведь мне даже назначили Конкор, который как бы это очень серьезный такой препарат, очень серьезный. Сейчас я ничего не принимаю, но это очень такой, знаете. В общем, я сделала вывод какой. Вот если меня слышат сейчас в гипертонике, то не боясь, просто не боясь, принимайте. Мгм. Да, но при этом следите за давлением, уважаемые гипертоники, потому что, ну, все равно надо контролировать такие моменты. Хорошо, Обязательно. хорошо, очень интересно, да. А вы сказали, что у вас были еще какие-то хронические заболевания, вот, которые обострились коронавирусом? Да, конечно. У меня многолетний артроз. После коронавируса он обострился. Мгм. Были судороги. Я очень много пила из компании iHerb. Там, ну, на много-много тысяч. То есть я просто и по деньгам убедилась лучше пить.
синтезит, который заменяет все. Но, может быть, только глюкозамин я бы вот еще сейчас вот принимаю. Вот, а так вот столько много баночек держать на столе уже просто не стоит. Не стоит. Не нужно тратить какие-то лишние деньги. Лучше подумать, как-то это принять и понять, что вот синтезит — это наш выход для гипертоников. Раньше, вот когда погода меняется, это все я очень реагирую на смену погоды. Вот сейчас как бы я вот как будто бы даже вот внимания не обращаю, что там вообще делается на улице. Мгм. То есть стали менее метеозависимы, да, так сказать? Да, да. Мгм. А это произошло через какое время после того, как вы начали синтезит Ну вот принимать? когда я самую первую баночку выпила летом, ну там как бы лето, еще и незаметно погода, как бы все равно хорошо, солнечно. А я это заметила, когда я пила по 2 капсулы. Вот Мгм. что я просто не реагирую, это уже как бы осень, уже все вот эта вот серость. А мне как бы с моей профессией, мне надо все время, хочется видеть солнце. Мне его здесь в России очень не хватает. Вот я заметила. Мгм. А скажите, пожалуйста, когда вот вы принимаете по 2 капсулы, вы принимаете сразу 2 капсулы или вы принимаете их в разное время? Сразу, да? А, ф- Утром натощак, Мгм. сразу 2 штуки. Я их еще пытаюсь там пожевать немножко, а потом уже проглотить. Сразу 2 штуки. Мгм. Нормально. Да, вот, уважаемые зрители, уточнение по поводу приема, да, синтезита непосредственно. Если вы принимаете обычные капсулы синтезита, 800 микрограмм, вот в такой баночке, а не в черненькой, то есть, значит, так сказать, два способа приема, да, ну, можно даже сказать, что три. Первый способ: вы просто их глотаете утром натощак, за 30-40 минут до еды запивайте небольшим количеством воды. Вот. Но более эффективно будет, если вы будете, допустим, эти капсулы высыпать, это разжевывать, к примеру, да, и проглатывать уже, либо рассасывать их под языком. Почему это важно? Чтобы рецепторы, которые начинаются в пищеварительной системе, непосредственно вот во рту, успели почувствовать синтезит в том числе. Вот, чтобы нужные ферменты организовались. Кроме того, часть синтезита будет таким образом усваиваться непосредственно в кровь уже во рту, вот, что позволит миновать желудочно-кишечный тракт. Поэтому вот выбирайте для себя наиболее удобный способ приема, наиболее действенный способ приема и используйте. Кроме того, вот у нас на прошлой неделе мы уже э, открыли продажу синтезит эликсир номер один. Это жидкий синтезит. Тут вот изображение перевернуто, показывает на камере. Ну, вот вы, наверное, видели на нашем сайте. То есть это синтезит в виде капель, его можно просто капать под язык и рассасывать непосредственно под языком, что уже позволяет миновать непосредственно, опять же, тот же самый желудочно-кишечный тракт, потому что в кишечнике в том же самом может присутствовать патогенная либо условно-патогенная микрофлора, которая может часть полезного синтезита, так сказать, съедать. Поэтому лучше под языком рассасывать, либо вот эликсир номер один, капать под язык один раз в день, несколько раз в день, ну кому как удобней, и, соответственно, чтобы впитывание происходило непосредственно уже во рту. Хорошо, Гульсине, интересные наблюдения, отличные наблюдения. А можно я вот еще продолжу? Вот то, что Хорошо. сейчас, ну, капельный под язык, я с этим тоже знакома. Почему я стала жевать и рассасывать? Потому что под языком у нас все вот эти вот капилляры находятся, и то есть действие вот это вот происходит, оно быстрее. Чем ты его проглотишь, и, как вы правильно говорите, через желудочно-кишечный тракт, и там 45%, по-моему, только усвоится, остальное это все уйдет. То есть я была в другой компании, тоже там все вот это вот как бы под язык, и я просто жду, когда я уже приобрету вот этот вот капельный, ну, вот эти вот пшикалки, как мы их называем, синтезита, это вещь, это просто вещь. То есть оно где-то через 7 минут, по-моему, просто разливается, везде эффект будет быстрее. То есть он моментально, он как, ну, как можно сказать, как скорая помощь просто. Мгм, мгм. Да, да, все верно, и все именно так и происходит. Но опять же, кому как нравится, да, кому-то, может быть, больше нравится там такой прием, это как бы уже как от человека зависит.
А на самом деле, да, то есть еще, уважаемые зрители, Гульсене, то есть обратите внимание, что, наверное, это вот единственная форма железа, которая, в принципе, усваивается в нашем организме, да, синтезит, а еще и, оказывается, усваивается и вот под языком. Это тоже очень важно, это, так сказать, одно из самых важнейших свойств, потому что все, что остальное представлено где-то там, оно, в принципе, имеет очень маленькую биодоступность, именно поэтому производители вынуждены делать такие огромные дозировки, то есть там 20, 30, 40 миллиграмм на одну таблетку там, с железом. Это все попадает в кишечник, из этого усваивается, там, дай бог, какой-нибудь 1%, все остальное это мимо проходит, так сказать, и ничего хорошего иногда от этого и не бывает. Соответственно, вот синтезит такая интересная форма. Первым ее преимуществом является то, что он в принципе, да, то есть усваивается организмом. И уже там другое это то, что метод, которым мы его получаем, именно поэтому он такой вот биоактивный, хорошо так в кроветворную систему встраивается. И вот как Гульсене рассказывает свои результаты, такие вот у него быстрый был эффект. А по поводу эффектов, уважаемые зрители, да, то есть кто-то почувствует быстрее, кто-то почувствует медленнее, зависит от биохимии, от состояния организма. Поэтому все мы индивидуально. Обращайте внимание, перед тем, как вы начинаете принимать синтезит, зафиксируйте все, что с вами происходит здесь и сейчас. Как вы просыпаетесь, как вы засыпаете, как вы себя чувствуете в течение дня, какая у вас работоспособность, как выглядит ваша кожа, ногти, как работает пищеварение, зрение, все системы ваши сенсорные. Вот. Память, мышление, тоже, психика та же самая, синтезит этому тоже помогает, как вот Гульсина говорит, настроение улучшается, и оно действительно улучшается, уходят какие-то стрессы, тревожность меньше становится, все это действительно действие синтезита, комплексное действие на весь организм. Если вам есть что-то добавить для наших зрителей, можете добавить. Ну, что я могу добавить? Конечно, всем здоровья, добра. И, ну, еще, как бы, как я уже прежде сказала, гипертоники, просто не бойтесь этого препарата. Это создано именно для нас. Я же понимаю, я вот уже 30 лет пью от гипертонии, разные всякие, их 3 штуки в день. Одна таблетка, она просто не держит, не помогает, их должно быть 2-3 штуки. Но это же химия. Вы же понимаете, что это химия. Ничего мы этим не вылечим. Просто синтезит. Вы когда попробуете там, ну, пару раз, там, убедитесь, что на самом деле синтезит работает. На гипертоников это в первую очередь. Просто в первую очередь оно дает большую, огромную такую помощь. Ну, не то, что даже в первую очередь, но в том числе, потому что это комплексная помощь организма, и гипертония как одна из сторон вопросов, которые есть в организме. Конечно, синтезит тут тоже помогает. Хорошо, я благодарю за то, что согласились выйти с нами сегодня на связь. Я желаю вам творческих успехов, продолжения вашего оздоровления, чтобы у вас все получалось. Спасибо большое, всего хорошего. Уважаемые зрители, если вам понравилось это интервью, этот видеоотзыв, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего, до свидания.